Что же на самом деле происходило за кадром, когда Чингук выглядел нервным во время интервью? Это просто давление со стороны СМИ или что-то еще вызвало панику? Ознакомьтесь с первой главой этой длинной истории, которая перевернет ваше представление об отношениях между тремя крупными южнокорейскими звездами – Чингуком, Пак Соджуном и Тэхёном. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить продолжение следующих глав. Эта история становится все глубже, напряженнее и заставляет волосы вставать дыбом. В то утро южнокорейская индустрия развлечений выглядела как обычно. Вспышки фотокамер, ряды запланированных интервью и десятки репортеров, борющихся за лучший ракурс. И все же никто не ожидал, что за считанные минуты небольшое землетрясение потрясет индустрию не в буквальном смысле, а социально и эмоционально. И в центре событий не актер, не новый айдол, а три давних друга, или, по крайней мере, так кажется. Чингук тихо сидел в зале ожидания перед началом своего выступления. Его волосы были немного растрепаны, не потому что стилист не справился со своей работой, а потому что он сам их растрепал с самого утра. Руки дрожали не от слишком крепкого кофе, а от новостей, которые он недавно услышал. Новостей, которые не должны были вылететь из уст Пак Соджуна. Он действительно это сказал. Чингук тихо спросил своего менеджера, который молчал, избегая его взгляда, и ответа не последовало. Но молчание говорит больше 1000 слов. Чингуку не нужно было никаких дополнительных подтверждений. Он прекрасно знал, что Пак Соджун – актер, всегда известный своим спокойствием, профессионализмом и нелюбовью к острым ощущениям, сказал что-то перед камерой, что-то очень личное и очень близкое к Тэхёну. Что именно произошло? Почему Пак Соджун выбрал именно этот момент, чтобы открыть рот? Все это связано с эксклюзивным интервью, которое транслировалось в ограниченном количестве кабельными каналами. Формат шоу казался обычным, актер делится историями о своих последних проектах. Однако необычным было то, как ведущий внезапно задал, казалось бы, стратегически вставленный вопрос: «Как ваши отношения с Ким Тэхёном сейчас после последнего дорамного проекта?» На лице Пак Соджуна появилась легкая улыбка. Но эта улыбка была необычной, не ободряющей, а скорее похожей на тонкую защиту, готовую прорваться. И когда он наконец ответил, одной фразы было достаточно, чтобы атмосфера в студии замерла. Тэхён уже давно не тот, кем был раньше. И я думаю, что публика заслуживает знать почему. Мгновенно вся съемочная группа замолчала. Даже ведущий, задавший вопрос, не ожидал такого смелого ответа. Продюсеры подали сигнал «Стоп», но было уже поздно. Фраза прозвучала, и через несколько минут ролик быстро распространился, отредактированный аккаунтами фанатов с драматическими субтитрами и кликбейтными заголовками. Пак Соджун раскрывает секрет Тэхёна, скрывавшийся годами. Что знает Чингук? Пак Соджун открывает свой голос. С другой стороны, Чингук не смотрел прямую трансляцию. Он ехал на съемки для модного бренда в районе Каннам, когда на его телефон пришло первое уведомление. В его групповом чате с некоторыми сотрудниками HYBE началась паника. Стоп-знак. Вы видели новости о Пак Соджуне? Стоп-знак. Чингук, ты должен знать это, прежде чем СМИ сойдут с ума. Стоп-знак. Он называет Тэхёна напрямую Чингуком по телевизору. В этот момент Чингук попросил машину остановиться. Он молчал. Он просто смотрел на экран телефона совершенно изменившимся лицом, которого сотрудники никогда раньше не видели. Не злость, не грусть, а страх. Как будто человек только что осознал, что все, что он пытался защитить, теперь открыто. Потому что Чингук кое-что знает. Что-то, чего не знают даже фанаты. Он знает ту сторону Тэхёна, которая никогда не появляется на камеру. Он знает, что Пак Соджун хранит секрет, который может разрушить имидж BTS, что еще важнее, может разрушить жизнь Тэхёна лично. И теперь эта фраза – начало всего, о чем беспокоится Чингук. Камеры не запечатлели то, что произошло потом, но свидетели на месте съемок рассказали, что видели, как Чингук вышел из машины с бледным лицом и несколько секунд сидел на обочине дороги. Он никому не отвечал, не здоровался, не приветствовал съемочную группу.
Он просто молча сидел, глядя на экран телефона, как будто только что прочитал что-то, что не должно быть известно публике. Значит ли это, что Чингук знал секрет давно? И если так, почему он все это время молчал? В тот день все планы Чингука были отменены. Официальных разъяснений не было, но в заявлении агентства в качестве причины указывались неотложные проблемы со здоровьем, заявление, которое, по мнению тех, кто внимательно следит за индустрией, слишком часто используется для маскировки внутренних конфликтов. Между тем, Пак Саджун оставался спокойным. Вечером он появился в одном из известных ресторанов и даже был сфотографирован за ужином с 2 своими менеджерами. На вопрос репортера он просто улыбнулся. Затем он сказал: «Я просто говорю то, что нужно сказать». Но что именно нужно сказать и почему именно сейчас? В фан-сообществе разгорелись бурные спекуляции. Некоторые считают, что Пак Саджун мстит за инцидент из прошлого, о котором СМИ никогда не сообщали. Другие подозревают, что это часть рекламной стратегии их еще не анонсированного драматического проекта. Но самым удивительным является слух о том, что отношения между Тэхёном и Чингуком не так хороши, как это показано. Мы видели их вблизи на камеру. Но если посмотреть на их взаимодействие в последнее время, они редко бывают вместе, написал один из аккаунтов фан-сообщества с десятками тысяч подписчиков. И слухи, похоже, подлились масло в огонь, когда один инсайдер индустрии опубликовал твит, указывающий на разрыв отношений между 3 известными личностями. Но все оставалось серым до того дня, когда камера запечатлела нечто неоспоримое. Закулисные кадры, загруженные техническим персоналом развлекательного шоу, показывают, как Чингук входит в гримерку и лично встречается с Пак Саджуном. На видео нет звука, но их язык тела позволяет сделать один вывод. Чингук смотрел на Пак Саджуна глазами, которые нельзя было назвать обычными, не злыми, не растерянными, а скорее разочарованными. Не потому, что их предали, а потому, что кто-то решил открыть туго зажившую рану. А Пак Саджун просто сидел там, не разговаривал, не уклонялся. Он смотрел в ответ, словно говоря: «Пора». Какое время? Что скрывалось все это время? И почему Пак Саджун считает, что общественность должна это знать? Одно можно сказать наверняка. С той ночи аккаунты Тэхёна в социальных сетях перестали быть активными. Ни историй, ни постов, ни лайков. Даже уведомления о дне рождения от его крупнейшего фан-клуба остались без ответа. И посреди этого хаоса источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил местным СМИ: то, что сказал Пак Саджун, правда, но он не все рассказал. И если Чингук заговорит, это полностью изменит ход событий. Если бы мы могли повернуть время вспять, поняли бы мы, что признаки этого были налицо давным-давно. До того, как заявление Пак Саджуна стало центральной темой, до того, как взгляд камеры запечатлел пронзительный взгляд Чингука за кулисами, и до того, как тысячи предположений обрушились на Тэхёна, который исчез без следа. Все это оставило небольшие, почти невидимые следы за кулисами, запечатленные образами, улыбками и эксклюзивными контрактами. Мы привыкли видеть айдолов как идеальных публичных фигур. Каждое выражение лица уже выверено. Каждое слово продумано, каждое взаимодействие тщательно подготовлено. Но правда в том, что за смехом может скрываться напряжение. И именно здесь все начинается, с тех маленьких моментов, которые раньше считались пустяками. Вернувшись к началу года, когда BTS еще занимались индивидуальными проектами, но при этом демонстрировали сплоченность в социальных сетях, фанаты начали замечать нечто другое. Тэхён, известный тем, что приветствует фанатов в прямом эфире по вечерам, внезапно исчез на несколько недель. Когда он наконец появился, его внешний вид был необычным. Он выглядел усталым, более тихим и несколько раз останавливался на полуслове, словно что-то сдерживал. Но публика посчитала это естественным, вероятно, усталость, вероятно, занятость на съемках, вероятно, написание песни. Но Чингук знает больше, чем просто это. Один из сотрудников, работавших над их рекламной кампанией в апреле, рассказал, что во время совместных съемок Тэхён и Чингук почти не разговаривали друг с другом. Даже когда их просили обсудить сцену, они делали это через посредника, используя менеджера.
Для посторонних это можно расценить как профессионализм. Но для тех, кто знает их с момента дебюта, это необычно. Слишком необычно. И, как ни странно, Пак Саджун в то время часто появлялся с Тэхёном. Их видели вместе ужинающими в Ханнам-Доне на эксклюзивном арт-мероприятии и даже запечатлели на камеру, как они долго сидели в парке и серьезно разговаривали. Отношения, которые изначально СМИ считали обычной дружбой, теперь воспринимаются по-новому после шокирующего заявления. Эти встречи – просто развлечение или действительно убежище? Инсайдер из рекламной индустрии, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что в то время Тэхён испытывал сильное психологическое давление. Сообщается, что он был разочарован несколькими внутренними решениями группы, включая, по его мнению, несправедливое распределение сольных проектов. Он также чувствовал, что некоторые участники, не называя имен, слишком быстро отдалились друг от друга, как только начались их индивидуальные проекты. Но публика не знает, что Тэхён попросил о специальном времени для разговора с Чингуком. Это произошло между репетициями к большой новогодней церемонии награждения. У них было всего 10 минут в небольшой комнате в компании двух менеджеров, которых попросили подождать снаружи. Никакой записи, никаких свидетелей. Только два человека, знающие друг друга больше половины своей жизни. Но после того разговора все изменилось. Тэхён больше не появляется в одном развлекательном шоу с Чингуком. Они больше не упоминают друг друга в социальных сетях. Даже на день рождения Чингука, который обычно сопровождается поздравлениями от всех участников, от Тэхёна не было ни одной публикации. Фанаты пытались найти оправдание, предполагая, что, возможно, Тэхён произнес речь в частном порядке. Но эти предположения начали угасать, когда несколько месяцев спустя Тэхён пропустил еще один важный день для Чингука – релиз его сольного сингла. Но что еще больше осложняет ситуацию, так это не потеря их взаимодействия, а появление имени Пак Саджуна в самый неподходящий момент. Потому что, по словам одного источника из мира Дорам, Пак Саджун обратился к творческой группе со странной просьбой. Он хотел изменить один из диалогов в своей новой дораме, диалог, который, по словам тех, кто читал оригинальный сценарий, изначально не имел личного значения, но позже был отредактирован в саркастическое высказывание человека, слишком долго притворявшегося перед всем миром. И что еще удивительнее, эта фраза не была вырезана цензурной комиссией, она даже была включена в трейлер. Публика может просто воспринять это как драматический сценарий. Но для тех, кто знаком с динамикой отношений между Пак Саджуном, Тэхёном и Чингуком, это не совпадение. Это было аккуратно завернутое послание, но послание кому? И почему Пак Саджун почувствовал необходимость сделать его достоянием общественности? В интервью после выхода трейлера Пак Саджуна спросили, сожалеет ли он о своем участии в развлекательном проекте с участниками BTS. Он ответил: «Я никогда не жалел о том, что знал их, но есть вещи, которые я бы предпочел не знать». Эта фраза добавляется к длинному списку загадочных кодов, которые теперь кажутся бомбой замедленного действия, и все начинают задаваться вопросом: это о любви? О предательстве? Наконец-то раскрыта старая тайна. Чингук, который с самого начала предпочитал молчать, начал выходить на первый план. Фанаты призывали его прояснить ситуацию, но именно в одном из своих коротких прямых эфиров, длившемся менее 3 минут, Чингук произнес всего одну фразу, прежде чем завершить трансляцию: «Есть вещи, которые нельзя объяснить даже песней». Голос Чингука звучал хрипло, словно он сдерживал эмоции. И для тех, кто внимателен, это более резкое заявление, чем любое разъяснение. В этом и заключается загадка. Когда айдол, известный своей дисциплиной и профессионализмом, начинает терять дар речи. Когда камера больше не может скрывать настоящее напряжение. Когда дружба превращается в подозрение. Затем появилась еще одна подсказка – старая фотография. Кто-то поделился фотографией Тэхёна, Чингука и Пак Саджуна, сидящих на одном диване на закрытой вечеринке HYBE 2 года назад. Кажется, они смеются, но при увеличении изображения глаза Чингука немного меняются, когда он смотрит на Тэхёна, разговаривающего с Аджуном. Теперь публика начинает по-новому оценивать все старые взаимодействия.
Каждый взгляд, небольшой жест и выражение лица становятся предметом анализа, и результат никогда не приводит к простому ответу. Один аналитик социальных сетей, который раньше отслеживал модели взаимодействия знаменитостей, пришел к выводу, что с конца прошлого года в характере их отношений произошли кардинальные изменения. Но, что интересно, эти изменения произошли не со стороны Тэхёна или Саджуна. Это был Чингук. Именно он начал отдаляться. И это еще больше усложняет ситуацию, потому что публика начала понимать, если Чингук что-то знал, почему он предпочел молчание. Что это защищает или кого? Тем временем фанаты начали расходиться во мнениях. Некоторые защищали Тэхёна, говоря, что Пак Саджун слишком вмешивается в личные дела. Другие защищали Чингука, говоря, что его молчание – это проявление зрелости. Но немало людей также обвинили HYBE в слишком медленной реакции на этот кризис. И многие не понимают, что кульминация этой бури еще не наступила. Потому что то, что сказал Пак Саджун, это лишь поверхностная информация. Почему человек предпочитает молчать, даже когда весь мир требует объяснений? Из-за чувства вины или потому, что правда все разрушит? На третий день после того, как скандальное заявление Пак Саджуна разлетелось по различным СМИ, общественное настроение начало меняться от любопытства к подозрениям. А молчание Чингука, которое изначально воспринималось как проявление взрослости, постепенно превратилось в большой вопрос, висящий в воздухе. BTS известны как группа, которая всегда сплачивается перед лицом кризиса. От внутренних скандалов и необоснованных слухов до давления со стороны индустрии, они всегда выглядят сплоченными и едиными. Но на этот раз все иначе. Официального заявления от агентства не было.